Alright guys, today we are going to be reacting to why did the Italian woman move to Russia during the special military operation. Very interesting. We're going to simply jump in here. We'll see what's going on, guys. Make sure you guys subscribe to my channel. Let's jump in. Let's see what's going on. За Россию. Я решила сама начинать делать свои исследования. Мне понравилось, как Россия ведет свою внутреннюю политику и международную политику. Тогда, если Россия не для всех, для кого именно сейчас на данный момент Россия, в твое мнение? Россия это для тех, которые готовы понимать русскую народу. Они приезжают без документов, они не работают, они просто живут у нас. Как сказать, commit crimes. Совершают преступления. Да, у нас нет работы вообще в Италии. У нас нет возможности. Люди, которые учатся 8 лет в университете, они не могут себе найти работу. Я бы хотела, чтобы мои дети здесь выросли. Я не хочу, чтобы они выросли между этой ЛГБТ. У меня всегда мурашки, когда 9 мая, потому что я чувствую вообще силу России. Ты прям видишь, как люди гордятся. У нас будет уже открытый микрофон. А что я должна сказать? Что хочешь, то и говори. О боже мой, allora. Вот, не обязательно так близко подходить. Это вообще... Можешь отойти, ой, извини. Это интервью уже давно вышло на моем YouTube-канале, и там, кстати, очень много чего эксклюзивного, так что переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь. Приятного просмотра! Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале Sfilinom. Сегодня с нами Ками. Она в Москве живет уже 2 года, она из Италии, и сегодня она расскажет свою историю для канала. Ками, добро пожаловать на канал. Спасибо, спасибо за приглашение. Пожалуйста, спасибо, что пришла. Мы познакомились где-то 3 месяца назад. Я до сих пор не могу вспомнить конкретно, как мы познакомились, но вживую мы увиделись на встрече экспатов, которую Елена делает. Да. Для американцев. Да, для американцев. Ну, хотя я итальянка, я там была, потому что у меня там друзья, которые поехали туда, и я тоже с ними хотела посмотреть, какие люди. Понятно. Смотри, расскажи тогда, почему именно Россия? То есть ты все-таки молодая итальянка, ты жила в Италии, а Россия это совершенно другая страна, хоть и в Европе. Как вообще ты выбрала Россию для образования, для обучения? Я не выбрала Россию для обучения. Обучение это для меня просто способ, чтобы здесь потом остаться, работать или не остаться. Я еще не знаю, потому что у меня там семья в Италии, поэтому я должна еще выбрать, если здесь остаться навсегда, на жизнь, или вернуться обратно. Но я хочу точно работать между Италией и Россией, поэтому обучение это просто для меня способ, чтобы познакомиться с русской культурой и понимать, как вы думаете. Как люди русские думают. Понятно. Ну, как вы видите, вообще спокойно научилась за 2 года разговаривать на очень сложном языке. Но нет, вообще, а как ты... In 2 years she learned how to speak Russian? Man, I need to buckle up, man. I need to buckle up, man. It's possible. It's possible. I need to buckle up, man. This is very inspiring, by the way. Почему конкретно? Вот почему Россия? Как так получилось, что ты в Россию все-таки приехала? Я приехала, я начала интересоваться Россией из-за того, что у меня папа всегда за Россию. У него было всегда такое политическое зрение за Россию. И он вообще со мной разговаривал по поводу политики вообще в целом, да. Я в каком-то моменте тоже сама интересоваться этим и начала делать свои исследования, начала учить русский язык, и я вообще хотела сюда, чтобы, практиковать свой русский, во-первых, и я работаю так, если я вообще, занимаюсь каким-то языком, я должна всегда начинать с носителями этого языка разговаривать, чтобы мне стало интереснее и интереснее, и чтобы была passion, страсть. Страсть, да. Сейчас, извини, тут с микрофоном проблема. Твой отец, ему нравилась Россия. Да. Но, хорошо, ладно, нравилась Россия, и нравилась, а все равно что-то тебя должно было, кроме этого, подтолкнуть? Не, но это не то, что мой папа
такое, мне нравится Россия, езжай в Россию, или мой папа, мне нравится Россия, я такая, ну ладно, тогда я посмотрю, что нравится папе. Мне стало интересно вообще разговоров по поводу политики и международных отношений, я решила сама начинать делать свои исследования. Мне понравилось, как Россия ведет свою внутреннюю политику и международную политику. Поэтому мне нравилось... Italy elected this woman called Meloni, right? She was supposed to just start deporting people and stuff like that, and making sure that they can keep the country Italian. Guess what? She hasn't done anything because she has no control of the federal government, which is the European Union. I mean, we can get into the Europe politics. I don't want to get into that. But the problem is that a lot of these people, they voted for this. These people that are just escaping the country, they just voted for this, guys. These things didn't come out of nowhere. There was a democratic process, and a lot of these folks, they voted for this. Больше, чем на Западе, чем у нас политика на Западе. Поэтому я решила приехать сюда, познакомиться с русскими людьми, разговаривать, слушать их мнение тоже. И когда приехала, вообще должно было быть просто туристическая поездка, но все осталось. Понятно. Ну а как вообще твоя семья, твой отец, ладно, я понимаю, а как, например, там твоя мама или твои друзья, как они отреагировали на тот факт, что ты во время СВО переезжаешь вообще в совершенно другую страну? Да, они, друзья думают, что я не сумасшедшая, но такая... Но близко так, чуть-чуть, да? Не, как сказать, я не знаю. Они думают, что это интересно, это здорово, потому что, наверное, они тоже бы хотели, но им, наверное, так комфортнее, там остаться. Это Россия, я всегда говорю, что Россия это не для всех, во-первых, и это не ты, что выберешь Россию, а это Россия, которая тебя выбирает. А вот вопрос, тогда, если Россия не для всех, для кого именно сейчас, на данный момент Россия, твое мнение? Россия это для тех, которые готовы понимать русскую народу, готовы открыть свой мозг и понимать русскую народу, особенно в этой ситуации, когда так сложно сюда приехать, вообще поехать обратно к семье, например. Такая ситуация, связанная с СВО. Поэтому ты должен быть открытым человеком, чтобы вообще сюда приехать, да? Потому что у нас пропаганда большая против России, поэтому, если ты слушаешь только эту пропаганду, конечно же, ты не бы приехал сюда. А я не слушала это. У меня просто был отец говорил, не, Россия хорошая страна, бла-бла-бла, а вся, общество, которое рядом со мной, такие, не, Россия плохая страна, там Путин диктатор и так далее. А я не знала, почему, я была в такой ситуации, где не понимала, что, где правда, понимаешь? Поэтому я решила, я такой человек, я должна сама, видеть своими глазами, что происходит, и потом уже понимать, что я думаю. Вот. Все-таки у нас есть, наш народ, у нас есть такая вот любовь друг к другу, к культуре. Там Адриано Челентано, Пупо, фильмы, музыка. Нам это все нравится. Еда тоже, конечно. Когда ты приехала сюда, то как ты себя вообще чувствовала? Как к тебе относились люди, местные, русские люди? Мне? Когда узнавали, что ты итальянка, у тебя акцент, но ты говоришь на русском. Да, всегда очень хорошо. Да, всегда. У меня не было ни один раз какой-то плохой ситуации с русскими людьми. Когда я сказала, что я итальянка, им всегда очень интересно, они хотят со мной общаться, понимать, как ты, почему я приехала сюда, что мне нравится больше, что мне не нравится, какие разницы между итальянской народой и русской. Это всегда было супер хороший опыт на самом деле с русскими людьми в этом плане, да, супер хорошее.
понятно. А к чему вот было все-таки сложно привыкнуть? Или что ты вот прям вот терпеть не можешь у нас в России? Терпеть не могу. Ну прям тебя раздражает сильно. Должно быть что-то. Мы не идеальные люди. Joe, she had that Italian face, you can tell. It's crazy. Вы не идеальные люди, но... О боже. Ну, на английском ты говорила, что мы слегка такие холодные, да? Да, но это не то, что я не могу терпеть. Мне просто... Вот, если бы... Я же сказала, я хочу здесь остаться, да? Да. Но я думаю, я просто очень такой чувствительный человек. Ну, типа, чувствительный, правильно? Да. Эмоциональный человек. And this has to do with the fact that it's just a cultural thing. Spaniards, Greek, and Italian, Portuguese, they tend to be very emotional and they tend to just romanticize everything. It's a cultural thing, guys. Don't take it personal. И еще, ну и здесь, наверное, большинство людей не такие, как я. Я познакомилась с многими девчонками, которые тоже такие эмоциональные. Но вот парни чуть-чуть, ну, в моем офисе хорошо, не в целом, я не могу говорить для всех, конечно. Но они чуть-чуть более такие холодные, ну, типа, наверное, не понимаю, почему я такая эмоциональная, я так много думаю и бла-бла-бла. Может быть, они просто не знают, как тебе подойти, потому что все-таки интернациональная девушка из Италии, говорит с акцентом, красивая тоже. Может быть, им реально страшно просто подойти и поговорить. Ребята, вот, пожалуйста, что вы такие холодные? Да, что вы такие холодные? Я не знаю. Нет, это, по-моему, это не the face. She already had this like this. Her eyebrow is already down, like she's mad. Yeah. So she's already by nature, so that doesn't help. Now, let's say she want to be more serious. Her eyebrows are gonna end up right here in her nose. I think that's what it is. I'm not making fun of her, but she already look kind of mad. She's not even trying. На самом деле подходит, говорят со мной, но все равно я чувствую какую-то разницу. Я готова всегда, типа, не терпеть, но понимать, стараться понимать их культуру, да, и их way of living. Ну, как живут, да. Как живут, как они думают. Я всегда готова. Я не знаю, наверное, им сложно. И я знаю еще, что русским очень нравятся, ну, русские девушки, потому что они знают культуру, их традицию и так далее. Может быть, из-за этого, я не знаю. Ну, короче... Ну, друзья у тебя появились, правильно? Друзья у меня появились, да, особенно девочки. Ну, вот, что мне не нравится. Вот сейчас все будут, нет, не существует. В Италии существует дружба между мужчиной и женщиной. У меня очень много друзей, которые мужчины, да, парни, короче. Здесь мужчины такие не существует вообще, если типа, у тебя какой-то друг, значит, что ты ему нравишься. Я не думаю, что это так. Я действительно думаю, что может быть дружба между мужчиной и женщиной. У меня не мужское, женское шоу. Я с тобой с удовольствием бы поспорила, я могу поспорить по опыту. Я знаю, что дружба, есть очень такая тонкая грань, которую любой мужик мечтает просто перейти. А вот женщины, с женской стороны, конечно, вы можете с нами дружить просто потому, что с нами дружить. Но разговор не об этом, правильно? Мы больше я просто хотела сказать то, что мне не очень нравится. Ну, бывает. Да. Понятно. Всё. Хорошо, а что нравится? Вот от чего ты прям тащишься? Вот от чего я люблю здесь... Что я люблю? Я люблю все в целом, но если прям что меня удивило... Говори, я просто камеру проверю. Да. Это патриотизм вот, людей в России. Сколько молодых ребят. And you know what's crazy about this? And I noticed a lot of Europeans actually criticize Americans because we tend to be very patriotic. We have our flags flying around. They hate that. I'm talking about Western Europeans, right? They hate that for some reason. They don't understand that. But here you have Russia, and a lot of people from Russia and the Eastern Europeans, they do that as well. And somehow they're okay with it.
Interesting, right? Учатся в военных академиях, ну, типа, которые просто гуляют по улице в военной форме. И... Не, прям, ну, типа, мне это очень нравится. Еще мне нравятся ценности, которые у вас, ну, более традиционные, чем у нас в Италии. Еще остались традиционные ценности. Еще мне это очень сильно удивило. Но это не что меня удивило, потому что я знала уже до того, как я приехала сюда, что в России более традиционные ценности, да. Но когда я приехала, прям чувствовала себя намного лучше, потому что я могу себя наконец-то чувствовать девушкой и мужчины здесь мужчины. А что вот такое случилось в Италии за прошедшие вот эти... And I would not even think that Italy was that far gone, guys. Italy's far gone. I'm sorry. Very far gone. I'm talking about gone. Paris is not... You don't see Italians in Paris. I mean, Paris, no. Paris, you don't even see French people. Rome, you don't see Italians. In Spain, Barcelona, you don't see Spaniards there. So sad to see London. They're losing a big time. I just don't understand why would you do something like that. I just don't understand it. Right now we have President Trump just going hard in immigration, and everybody legal has to go. Sadly, but it is what it is. Скажем, 20 или 30 лет, потому что я с тобой согласен, у нас тут девушки, мужчины, и ты тоже, тебе это нравится, что ты можешь расслабиться и быть у нас женщиной, быть у нас девушкой. А что вот случилось в Италии, из-за чего вот все как-то поменялось? Мужики что там, стали больше как женщины, а женщины больше как мужики, или все это как-то... Да, у нас... Allora. Я самостоятельная, я все могу сама, например, да. В Италии я уже такой была, и сейчас я до сих пор есть такой, да. Я приехала сюда одна, я зарабатываю для себя сама, я куда хочу, туда иду сама, типа. Но мне бы хотелось, чтобы рядом со мной был мужчина, который может меня поддержать. I have to disagree with her completely. See, this I'm independent kind of mentality was the reason that just drove Italy to the ground. You see, this is the problem. This is the problem. Oh, I'm sorry, guys. Oh, my bad. I think my computer didn't like that comment, I guess. So see, let me just explain this for the people in the back. Feminism has destroyed the Western world, where they voted for all these things that she's criticizing, the independent boss base. That's the demographic that's voting for this, guys. They're creating a lot of misandries. Misandries basically means the hatred towards men. And I have a YouTube channel that I talk about this all the time. This in particular, and I hope don't get too triggered. You're a feminist, don't get too triggered. Just listen to what I have to say. All these independent, I can, don't need my man, but I just need it. I want him, but I don't need them kind of attitude has drove Europe down to the ground. If you cannot respect authority, how do you expect authority to protect you? They all voted for LGBT. They all voted for all men can be women, women can be men. All this craziness brought here by the Italian. I told you at the beginning, she voted for this. I told you guys. I follow politics. I know what I'm talking about. Защищать, как сказать, я должна чувствовать себя женщиной, слабым полом, женщиной, нормально. И что я могу полностью доверять человеку, да. И в Италии, не только в Италии, это не только Италия такая страна, это, в целом на Западе, мужчины стали вообще реально, такие слабыми прям, вообще ничего не могу решать сами, ничего, они живут за деньги, родители, очень долго, не могут тебя пригласить на свидание, не будут платить за тебя. Это не... But see, they won't pay for you, but you said you're independent. You see what I'm saying, guys? I'm not crazy. I might get dislikes here. This is the problem.
But they don't want to pay for you. Why? You're independent. You told them your mistress is independent. See, it's the problem, man. They cannot understand that they are the problem. I'm telling Russia, you have to be careful. You have to be careful. База для меня, окей, чтобы ты платил за меня, но это тоже часть, ну, типа, быть как галанте. Галанте? Галанте means gentleman, you know. Ну, хорошо, джентльменом, да. Джентльменом. Вот. А у нас мужчины не джентльмены, они не открывают тебе дверь, они не открывают тебе дверь, когда заходишь в машину. Важна эта душа всегда, да, но, по-моему, душа это тоже, у тебя душа такая, и ты джентльмен, когда у тебя хорошее образование, когда тебя воспитывали, да, хорошо воспитали. Ну да, ну что это значит, что в Италии сейчас мужики невоспитанные? Не, это тоже, да, они не воспитаны хорошо, они не знают, что такое быть джентльменом, ну реально не знают, что это такое. А потом, это потому что... They don't know how to be gentlemen because there's no incentive to do so. They don't know how to be gentlemen because there's no incentive to be so. Guys, that's what it is. Back in the day, gentlemen was an incentive to, at least they will be appreciated. Right now, Europe, they're not. See right here, this is a problem right here. I'm gonna leave it like that. I'm gonna simply leave it like that. You guys have to be careful. Yeah, you guys have to be careful. You have to be careful. These, I can smell the BS from here. Не, ну их не научили, хорошо. не Но научили. все-таки не просто же, например, наверное, мужики в Италии перестали быть мужиками. Наверное, со стороны женщины что-то происходило. У нас Ну тут да. реально мужское-женское происходит. Это, ну, Не, это правда, это правда. Ну, женщины такие, ну, большинство, я не хочу, ну, много такие, я не хочу вообще иметь детей, ну, типа, родить детей в будущем. Я хочу концентрироваться на карьеру. Карьера это важно, я тоже хочу карьеру, но это не значит, что если у меня карьера, я не могу быть мамой, типа, это вообще ничего не значит, да. Карьера, не карьера, Да. если хочешь детей, это супер Oh my хорошо, и ты God. можешь и иметь карьеру, и детей. Ну, это, я понимаю, ты еще молодая, но это не всем, далеко не всем удается. И, конечно же, лучше всегда сначала детей, потом карьеру, потому что бывает такое, очень многие вот и в Италии сейчас такое на Западе происходит, где думают, что и карьеру, и дети, а получается, что карьера никуда не идет, и детей уже нет к 35. И оказывается то, что многие сейчас, к сожалению, женщины без мужиков и без детей, а мужики, как вот ты говоришь, ничего не хотят делать, сидят дома и, скажем, играют Да, в ну, компьютерные например, игры. окей, мне 21 Да. сейчас, да, я учусь. Я учусь для чего? Чтобы у меня была карьера, правильно? Я концентрируюсь сейчас на это, на карьеру, на учебу. На учебу, хорошо. Правильно? Да. Если бы через 4 года у меня была работа, хорошая работа, я прям занимаюсь тем, чем я хочу, тем, что я хочу. Да. Вот. И я хочу и родить детей. Я не вижу, я вот это хотела сказать, я не вижу проблем, я не вижу проблему. Типа, если у тебя карьера, и ты училась, и у тебя карьера, я не вижу проблем, типа, и родить детей. И это для западных женщин, ну... Ну что, они детей не хотят, или есть какое-то отторжение? Они хотят, сейчас есть такой тренд быть тетей, типа, я не знаю, это просто тренд. Прикольные тети. Да, с карьерой и independent, типа, независимая от мужчин. Ну, вообще для Италии это Мужчина. огромная трагедия. А вот вопрос, я, конечно, был в Италии, когда мне было там I лет don't так think that's a 11 или trend. 10. I'm sorry, I don't think that's a trend, guys. If y'all want to get conspiratorial here, we can go in. I'm not afraid of it. This is on purpose, guys. So they can just diminish the European culture and just bring third world people. That's what it is, guys. I'm gonna keep it honest with you. That's what it is. That's what it is. And hopefully a lot of Eastern Europeans, they wake up to this, man. You guys cannot be playing that game. You cannot be playing that game. The problem is the females, they go to college. They find a job and then they start having families when they're 30. The first kid. At that point, it's too late. You have your first kid, your kid has a lot of
a lot of issue, and then you're not even replacing the population. It's a problem, guys. Здесь, кажется. Ну и я был на Сицилии It's a problem. в 18-м и 19-м, и, кажется, еще в 20-м году. В начале 20-го, Так, прямо до подожди, ковида. еще раз, в каких годах ты был? Когда мне было 11 лет, я был в Риме. Окей. И на Сицилии я был в 2017 или 18, потом 19 и 20 в начале, прям вот до ковида я был. Окей. То есть я, в принципе, знаю Южную Италию, ну, Сицилию. Я видел своими глазами вот эти вот перемены. Я видел и мусор, и мигрантов, и я не чувствовал себя в безопасности. Вот ты можешь, пожалуйста, для русскоязычного Ютуба и Рутуба сделать вот такое сравнение, потому что у нас тоже в России, у нас и в Москве очень много мигрантов, и люди реально высказывают свое мнение в интернете. А я говорю, человек, который видел Европу, видел Америку, видел там Канаду, я говорю, что у нас они есть, но нет такой вот страшной проблемы, которая есть, например, вот в Италии или где-нибудь там во Франции. Вот вот сейчас мы на улице гуляем. Вопрос. А я тоже мигрант, кстати. Ты тоже мигрант, кстати, да. Так же, как и моя жена тоже but it's мигрант, в different. принципе. See, man, I hate the dishonesty. We're talking about illegal immigrants, damn it. I'm an immigrant. I'm a migrant. You're a migrant, but not an immigrant. You're not legally coming to the country. These people are dishonest. Like they don't, this is the problem. You're talking about these topics, right? But they don't even know the. I thought you know about politics. Illegal immigrants is a huge problem in Europe. Point blank. That's it. I'm gonna say it for you. And the United States as well. Canada, that's not gonna be even Caucasian in the next couple of years. I hate to talk a lot about this, but in the next by 10 years, it's gonna be majority. The Caucasian population in Canada is gonna be a minority, guys. I don't have I don't have time. Listen, I don't have time for BS. I don't have time for this. These people have to be honest, man. And this is still they voted for this. Где ты себя чувствуешь больше безопасности и почему? In Russia. В России больше в There we go. безопасности, потому Oh, что... no wonder why. Ну, наверное, лучше начинать с Италии. В Италии реально проблема большая, огромная. Уже последние, лет, особенно лет 15, прям ужасная ситуация. Yeah. У нас прям приезжают... I saw a video of a guy, a Canadian, Canadian, I think it was, no, I don't know, some weird guy, has to go to Rome. And the first day that he just arrived to Rome, they're pickpocketing. He was trying to steal. Non-Italians. Лодки из Африки без документов, без ничего, приезжают, и они не знают язык, не знают культуру, не знают традицию, не знают нашу религию, не знают ничего вообще про нас. Они приезжают к нам и надеются, что у нас прям paradise. Рай. Да, что они будут найти себе работу и так далее. Может быть, потому что, может быть, они просто хотят приезжать к нам и ничем не заниматься, окей. Они приезжают без документов, они не работают, они просто живут у нас, как сказать, commit crimes. Совершают преступления. Да, потому что у них нет очень много денег, хотя они живут на наши налоги. налоги. It's not because they don't have money, it's their culture. It's their culture. That's how they live before they came to Italy or Europe. That's how they acted before they came. Because they're already being funded by the taxpayer. So they have money, they have food, they have everything. Man, this is crazy. Да, и... I'm going to simply leave the rest of the interview down below because this is getting me a little bit... You know, when it comes down to this topic, the problem is that Europeans cannot understand the truth. They just want to be, this kind of high morality when it comes down to this topic, man. Independent women, single independent women voted for this. Because they felt bad about them. I mean, it's just how it is, man. It's just how it is. Damn, let me know what you guys think. I'll see you in the next one.